Идеальный педикюр на лето. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу, как сделать педикюр самой себе, как в салоне, не выходя из дома. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно и очень полезно. В этом видео я вам покажу все поэтапно. Первый шаг – снятие старого покрытия. Второй шаг – аппаратный педикюр. Третий шаг – шлифовка пяточек. И в конце новое покрытие гель-лаком. Итак, начинаем с самого важного. Аккуратно снимаем покрытие. Я использую фрезу, но можно и жидкость с фольгой. Главное, делайте все бережно, чтобы не повредить ногтевую пластину. Но как же правильно снимать гель-лак фрезой? Что нам для этого нужно? Аппарат для маникюра-педикюра с мощностью от 30 Вт. Фреза. Лучше использовать керамическую или твердосплавную кукуруза или конус. Также должны быть защитные очки или маска, по желанию, чтобы не вдыхать пыль. Щеточка для снятия пыли. Пилка или баф для выравнивания поверхности после снятия. Перед началом работы обязательно обработайте руки и ноги антисептиком. И затем работайте фрезой. Установи скорость от 15 до 25 тысяч оборотов в минуту. Это оптимально для снятия гель-лака с ногтей на ногах. Работай плавно и не дави. Фреза должна скользить по ногтю, а не копать в него. Лучше снять в 2-3 подхода, чем повредить ноготь. Двигайся в одном направлении, от кутикулы к свободному краю. Не мотайся туда-сюда, это может перегреть ногтевую пластину. Снимай только покрытие, а не ноготь. Ты увидишь, как фреза снимает цвет и топ. Остановись, когда увидишь базу или на натуральный блеск ногтя. Дальше лучше перейти на баф. Контролируй температуру. Если становится горячо, остановись. Дай ногтю отдохнуть пару секунд. Итак, после того, как снят цвет и топ, можно легко пройтись бафом, чтобы выровнять поверхность ногтя, если нужно. Также потом уберите пыль щеткой. Затем убираем длину ногтя кусачками. Обратите внимание, что ногти на ногах нужно подстригать ровно, чтобы не было в будущем врастания. Итак, мы ноготки укоротили, теперь нам нужно подровнять форму пилочкой. У меня пилка абразивностью 180 на 240 грит, и я мягкой стороной прохожусь по краешку ногтя, чуть-чуть подпиливаю, где мне нужно. После этого переходим к аппаратному педикюру. Для этого нам понадобятся какие фрезы? Пламя или игла для обработки кутикулы, шарик для зачистки боковых валиков и шлифовочные колпачки или дисковые насадки для пяток и стоп. Фрезой, пламя или иглой аккуратно приподними и зачисти кутикулу, не надавливая. Удали огрубевшую кутикулу фрезой, шарик или апельсиновой палочкой, если нужно. Также можно отрезать щипчиками по желанию. Также потом можно пройтись по боковым валикам, чтобы удалить сухую кожу и забитость. Вот вам совет. Работай на средней скорости, около 15-20 тысяч оборотов.
Не задерживайся на одном месте. Теперь переходим к самому приятному. Очищение стоп и пяток от ороговевшей кожи. Используй шлифовочный колпачок или насадку диск, как у меня, с абразивностью средней жесткости. Работай по сухой коже. Плавно проходись по пятке, подушечке стопы и участкам с огрубевшей кожей. Не дави. Пусть насадка скользит легко. Следи, чтоб не перегревалась кожа. И при желании можно поменять насадку на более мягкую и пройтись еще раз для супер гладкости. Теперь подготавливаем ногти к покрытию. Нужно протереть ногти обезжиривателем или спиртовым раствором, чтобы не было пыли и жирности. Затем нанести базу тонким слоем, аккуратно запечатывая торец. И сушим в лампе от 30 до 60 секунд, в зависимости от типа лампы и базы. Переходим к цветному покрытию. Наносим первый слой цветного гель-лака. Тоже тонко и аккуратно, не заходя на кутикулу. Сушим в лампе. При необходимости наносим второй слой и снова сушим. Вот вам совет. Если цвет плотный, тонкие слои ложатся ровнее и не затекают. Но у меня этот гель-лак не плотный, поэтому я сделаю 2 слоя. Итак, переходим к топовому покрытию. Наноси топ тонким, но ровным слоем. Придай ногтю глянец и защиту. Обязательно запечатай торцы. Это поможет дольше сохранить покрытие без сколов. И сушим в лампе 60 секунд. Если топ с липким слоем, протираем специальной жидкостью или спиртом. После этого не забудьте нанести масло на кутикулу, это хорошо увлажняет кожу. А также нанесите крем для ног на стопу и на пяточки. Хорошо промассируйте, и ваши ножки вам будут благодарны. И все, педикюр полностью готов. Ногти блестят, кожа гладкая, а ножки выглядят как после дорогой салонной процедуры. Надеюсь, вы вдохновились побаловать себя дома. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться в комментариях своим любимым цветом гель-лака. До скорых встреч в новых интересных и полезных видео!